Ван Линь извлек кость Ван Юэ и поглотил ее. Мы наконец видели завершение формирования жемчужины, бросающей вызов небесам. Именно в этот момент открылась таинственная дверь. За этой дверью Ван Линь получил наставления по культивации и пути прорыва к третьему шагу. Но еще более шокирующим было то, что в момент закрытия двери Ван Линь увидел внутри загадочную фигуру с ужасающим взглядом. Так кто же был этим таинственным человеком? Этой фигурой был никто иной, как Фэн Цзунь. Но почему Фэн Цзунь скрывался внутри бусины, и насколько ужасающей была его истинная сила? Та загадочная дверь, которую увидел и в которую вошел Ван Линь, не была чем-то обычным. Лишь благодаря возможности, предоставленной жемчужиной, он вообще смог ее увидеть. После этого события Ван Линь стал чрезвычайно любопытен относительно истинного происхождения бусины. Однако лишь спустя тысячи лет, после того, как он был тяжело ранен Шуй Дао Цзы, едва не погиб и на долгое время превратился в каменную статую, он наконец получил возможность вновь пройти через эту дверь. Это был первый раз, когда Ван Линь действительно вошел в мир за дверью и встретил легендарную личность, известную как первый владыка запечатанного мира. Именно там Фэн Цзунь постепенно раскрыл всю правду о том, почему он скрывался внутри жемчужины. Изначально Фэн Цзунь был учеником секты Семи Дао на континенте Бессмертного Небосвода. Одновременно он являлся первым владыкой запечатанного мира и предыдущим владельцем бусины. Много лет назад Семицветный Бессмертный Почтенный, владыка мира пещеры, случайно получил несколько высших сокровищ, вылетевших из мира древних богов. Среди этих сокровищ были бусина, половина компаса, указательная стрелка и множество других драгоценных артефактов. Чтобы исследовать эти сокровища, он немедленно укрылся внутри созданного им самим мира. В то время Семицветный Бессмертный Почтенный посвятил все свои силы изучению полученных сокровищ. В ту эпоху пещерный мир еще не был разделен на внутренний и внешний. Весь мир состоял лишь из бесчисленных древних звезд и одной священной земли, известной как Древнее Небесное Царство. Семицветный Бессмертный Почтенный являлся одним из древних небесных императоров, правивших этим местом. Под его руководством находилась секта Семи Дао, отвечавшая за наставление и обучение всех живых существ. Фэн Цзунь был одним из членов этой секты. Над ним также стояли 4 великих боевых генерала и множество бессмертных наложниц. Поначалу все было спокойно, однако со временем амбиции Бессмертного Почтенного становились все сильнее. Чтобы ускорить взращивание Небесного Дао, он объединился с Ли Гуаном и замыслил убить Дао древнего Емо. Их целью было использовать эссенцию крови древнего бога Емо для питания Небесного Дао. Та великая битва потрясла небо и землю. Даже звездное небо словно готово было рухнуть. В итоге Семицветный Бессмертный Почтенный был тяжело ранен Емо. Перед своей гибелью Емо использовал всю свою эссенцию крови для создания 3000 древних кланов. Именно так появились древние боги пещерного мира. Позже, из-за слишком тяжелых ранений, Семицветный Бессмертный был вынужден уйти в затворничество для восстановления и продолжить изучение тайн бусины. Предательство пришло от человека, находившегося рядом с ним. Лянь Даофэй немедленно привел своего доверенного подчиненного и Сяо Хуна, исполненный жажды убийства. Ситуация стала еще хуже, когда бессмертные наложницы Семицветного Бессмертного Почтенного также одна за другой предали его. В тот критический момент, когда одновременно вспыхнули внутренний мятеж и внешнее вторжение, Семицветный Бессмертный Почтенный был уничтожен и расколот на 3 души и 7 фрагментов. После той битвы Древнее Небесное Царство разделилось на 2 части. Со временем эти 2 части постепенно превратились в то, что позже стало известно как внутренний мир и внешний мир. Бусина, бросающая вызов небесам, попала в руки сил Древнего Небесного Царства и внутреннего мира, тогда как 3 души Семицветного Бессмертного Почтенного пошли совершенно разными путями. Первая душа переродилась как семицветный даос. Она пробудилась раньше остальных 2 душ. После многих лет накопления сил он постепенно установил контроль почти над всем внешним миром. Многие годы, управляя внешним миром, семицветный даос никогда не прекращал поиски 2 других душ. Если бы он сумел поглотить 2-ю и 3-ю души, то смог бы вновь объединиться и стать новым полноценным семицветным бессмертным почтенным. Именно к этой цели он стремился бесчисленные годы, поэтому любое движение, связанное с 2 другими душами, постоянно находилось под его наблюдением. Тем временем 2-я душа во внутреннем мире пробудилась немного позже семицветного даоса. Она сохранила лишь часть воспоминаний прошлой жизни и обладала крайне слабой силой.
Чтобы избежать обнаружения и поглощения семицветным даосом, ей приходилось снова и снова перерождаться, скрывая свои следы. Во время одного из таких перерождений она под именем Семицветного Бессмертного Почтенного передала Фэнзуню чрезвычайно важный приказ. Приказ был простым, но крайне важным. Доставить бусину, бросающую вызов небесам, во внутренний мир, возглавить местных культиваторов и противостоять вторжению внешнего мира. Получив этот приказ, Фэнзунь не колебался. Он немедленно принес бусину во внутренний мир и открыл блестящую эпоху, принадлежавшую только ему. Именно этот период вознес имя Фэнзуня на вершину истории мира пещеры. Сначала он создал знаменитые 4 великих бессмертных царства, затем установил великую формацию запечатанного мира на границе между внутренним и внешним мирами. Во время Первой Великой войны между двумя мирами Фэнзунь лично повел культиваторов в кровавую битву. В итоге он сумел отбросить армии внешнего мира и защитить внутренний мир. Однако во время подготовки ко Второй Великой войне произошла катастрофа. Шуй Дао Цзы, слуга, которому Фэнзунь доверял больше всего, давно затаил недовольство. В результате он поддался уговорам Джанзуня из внешнего мира и в конечном итоге предал собственного господина. В тот самый момент, когда Фэнзунь находился в затворничестве и исследовал тайны бусины, бросающие вызов небесам, Шуй Дао Цзы нанес ему смертельный удар в спину. После тяжелого ранения Фэнзунь подвергся совместной атаке Джанзуня и группы бессмертных наложниц. Хотя его сила была способна потрясать небеса, он все равно не смог противостоять такому количеству могущественных врагов одновременно. В конце концов, Фэнзунь пал в той битве. Однако такая легендарная личность давно подготовила путь к отступлению. В последний момент перед окончательным рассеиванием своей души Фэнзунь отправил ее оставшийся фрагмент внутрь бусины. Одновременно он использовал свое связанное с жизнью магическое сокровище, чтобы защитить последнюю частицу своей души. Единственным желанием Фэнзуня было найти достойного преемника. Этот человек должен был унаследовать его волю и привести внутренний мир к победе в Третьей Великой войне между внутренним и внешним мирами. После гибели Фэнзуня внутренний мир полностью лишился своего верховного лидера. Некогда славные 4 великих бессмертных царства также начали разрушаться одно за другим, постепенно превратившись в раздробленные звездные области, которые мы видим сегодня. С этого момента бусина начала странствовать по миру. Из звездного домена Лотянь она многократно меняла владельцев, пока не оказалась в звездном домене Альянса. В конечном итоге бусина упала на небольшую планету под названием Планета Алой Птицы. Там Сытунань случайно получил это высшее сокровище. После бесчисленных переплетений кармы и счастливых возможностей, бусина, бросающая вызов небесам, в итоге оказалась в руках Ван Линя. Теперь, когда мы разобрались, почему Фэнзунь скрывался внутри бусины, давайте поговорим о том, насколько ужасающей была его сила. Джанзунь из внешнего мира уже являлся культиватором 3-й ступени. Он достиг пика стадии пустотной тайны и прошел 3 испытания тайны. Даже если учитывать, что после смерти Фэнзуня сила Джанзуня продолжала расти, мощь самого Фэнзуня при жизни как минимум находилась между поздней стадией пустотной тайны и ее совершенным уровнем. Согласно многим теориям, на своем пике Фэнзунь мог пройти даже 4-6 испытаний тайны. Это был чрезвычайно редкий уровень во всем мире пещере. Даже То Сен, могущественный эксперт с родословной 8-звездного древнего бога, который преследовал Ван Линя тысячи лет, рядом с Фэнзунем практически ничего не значил. Поэтому среди всех персонажей, официально появившихся на текущем этапе аниме «Противостояние Святого», Фэнзунь, несмотря на то, что зрителям показали лишь его силуэт, уже может считаться одним из самых могущественных существ, о которых когда-либо упоминалось. Его влияние охватывает множество эпох. Оно напрямую влияет на судьбу Ван Линя и всего внутреннего мира в будущем. Можно сказать, что раннее появление Фэнзуня открыло перед Ван Линем двери ко множеству тайн, особенно связанных с его будущим путем к 3-й ступени. Спасибо большое за поддержку сбору, многие действительно откликнулись, и всем пока.